Так, здравствуйте, дамы и господа. И сегодня я решил немножечко обновить свой топчик. Все-таки утекло немало воды уже. И решил я записать такой топ. Опять будет, грубо говоря, 3 видео. Одно будет про порядок, одно про природу и одно про хаос. Ну, начнем мы с порядка. То бишь будет 5 героев ближников, 5 героев дальников. Ну и только 3 места. Как это ни странно. И вот, скажем так, первое место претендует 2 героя. Мы сейчас рассматриваем стрелков. И это, конечно же, Грейс из Рокфлита. И это Афродита. Да, герои разные. Афродита герой поддержки с неплохим атакующим навыком. Грейс, ну, это чистая атака, чистое уничтожение и все, что с этим связано. Герои разные, но по мощи я считаю их примерно равными. То есть Афродита сильна тем, что, во-первых, она кидает пентаграммы, которые стоят до конца игры. То есть это как пентаграмма пирата. Это не руны, это вот именно она их призывает на поле, и любой герой, который на них встает, соответственно, получает исцеление в конце хода. Ну и оно будет увеличиваться со временем. Также она в начале хода исцеляет, опять же, на определенное количество здоровья союзника раненого, случайного. И вот ее единственное, собственно, атакующее умение, это в конце хода она наносит урон вражескому варлорду, равный 25% случайного союзника. Ну, это в моем случае. На 11 уровне, как видите, уже будет 50%. То есть, учитывая, что здоровья у героев сейчас все-таки уже, ну, на моих лигах обычно много, то есть 50% это может быть и 100 урона, и 150, и 200 урона. То есть тут уже дело такое, зависит от ваших героев. Но если у вас хорошо прокачанная на здоровье пачка, то, соответственно, урона будет наноситься много и регулярно. Главное поставить ее, прикрыть, и можно наслаждаться. Ну, конечно, если вы не играете против Огра и поставили прямо ему под немоту. По поводу Грейс, здесь ситуация немножко другая. Грейс, ну, все, я думаю, знают умение Грейс, то есть, что при атаке она наносит 7 раз урон случайному врагу, ну, опять же, на определенное количество. 10, 16, в моем случае 7. Вот, то есть, если этот навык хорошо прокачан у Грейс, то бишь она там пробуждена и прокачана, то, соответственно, урона будет наноситься очень много. Соответственно, второй навык у нее завязан на первый. То есть, если она своим первым навыком там посливала врагов, соответственно, при убийстве она дает атаку случайному союзнику все так же 7 раз. То бишь, там можно, ну, в моем случае это 63. Если у вас стоит один герой, соответственно, она даст всю эту атаку одному герою. Но учитывайте, что если у вас стоит герой, который имеет иммунитет, невосприимчивость, то, соответственно, ему эта атака не уйдет, она просто пропадет. Умение не сработает. Вот. Ну и каждую 7-ю смерть любого героя получает 7 дополнительных атак. То есть разогнанная Грейс это что-то страшное. Конечно, она тоже контрится. Не всегда просто, не всегда легко, но можно ее законтрить. Тем же самым, например, Ореохом, который дает кровотечение, либо любой другой герой, там, который дает кровотечение. Ну, понятное дело, немота. Там можно... Много есть способов ее контрить. Вот. Но при этом это действительно топовый герой, который поможет вам, да, практически везде. Ну, в лиге, понятное дело, в яме и в башне она может в одиночку затащить там, на определенных боссах. В приключениях очень сильно может помочь, то есть раскидывая атаки. Там бывают ситуации такие неприятные, когда вам в ноль атаку сбивают. Вот Грейс в этом случае замечательно поможет. Да и вообще, вот, например, в приключениях я ее брал с
тем же самым Грэмори. Ну и, соответственно, если уже проклятия раскиданы, то просто великолепно все влетает в босса. 7 ее атак, соответственно, 7 проклятий от Грэмори. Если там висит, пусть даже 2 проклятия, 72, то 7 атак 490. То есть снести боссу за один ход, это очень многого стоит. Итак, по поводу первого места мы определились. Это, опять же, мое мнение, топ составлен на основе моего мнения. Это Грейс и это Афродита. Это вот, я считаю, два топовых стрелка порядка, которые очень много где могут вам помочь. Есть также немало еще других неплохих героев, но вот это, я считаю, именно два героя, которые топовые. Уровень бог. На второе место мы идем сейчас от лучшего к худшему. Ну, топ, опять же, приблизительный, то есть и кому-то нравится больше один герой, кому-то другой. Ну, на второе место я, соответственно, поставил Эостру, Сияние Зари. Отличный герой. Очень часто выручает. Особенно вот это ее умение накладывает немоту на мужчин врага. Все-таки мужиков в игре очень много используется в катках. Поэтому вот это ее умение. Кто особенно играет, допустим, там через Джимми того же самого, а не через Огры, у кого вообще нет немоты. То есть она, да и для Огра она замечательно подходит. У меня она висит в пачке практически всегда. Потому что героев, которых она может законтрить, очень большое количество. Ну, в конце хода дает союзникам за каждую женщину, включая себя, здоровье. Пусть немного, но стандартно. И в начале хода наносит врагам урон за каждого союзника. То есть если у вас, соответственно, вот на моем уровне там, 5 союзников, то есть все получат по полтишку. По-моему, неплохо. Ну и плюс она имеет полет, что также добавляет ей привлекательности. То есть не каждый ее сможет пробить, как контратанком. Да, стрелки, понятное дело, ее бьют, но как контратанком она тоже может зайти очень хорошо. Плюс раскидать немоты. Так, и на третье место я поставил опять же двух героев. Тоже, ну скажем так, немного разные герои. Первый это Юстия, богиня закона. Также может поломать противнику всю игру, а вам сделать партию. То есть основное ее умение, опять же, при появлении врага накладывает промах на другого случайного врага на один ход. Второе умение это поддержка. Перед атакой дает атаку союзникам в ряду, равную 50% своего здоровья. И вот второе умение завязано частично на третье. То есть в конце хода она получает здоровье за каждого союзника порядка. Ну, в моем случае это 8, потом будет 12. То есть, соответственно, она вышла. Если просто по нулям брать ее на данный момент, у меня лично, то 25 атаки, если вы ее в верхний ряд поставили, 25 атаки она швырнула всем. И второй герой, который, ну, на мой взгляд, находится с Юстией на одном уровне, это Блэр. Великолепный герой, опять же, поддержки. Устанавливает здоровье, равное 5 единицам врагам дальнего боя. То есть Блэр вышла на поле, установила 5 единиц всем стрелкам, дала пробивание. То есть первое умение комбится с третьим умением. Перед атакой союзника дает ей пробивание. Дала пробивание, соответственно, все, что находится там, все стрелки, которые за танками, у них уже 5 единиц здоровья, соответственно, всех убили. Ну, это не берутся ситуации, когда у противника, например, стоит та же самая Жанна Дарк, то есть, соответственно, Блэр проатаковала, здоровье всех повысились, и может пробивания просто не хватить. Ну и еще одна плюшка, это при появлении союзника дает ей щит судьбы. То есть при этом, ну вот, за исключением пробивания, все ее остальные умения не прокачиваемы. То есть даже если она у вас самого начального первого уровня, ну, у меня она пробуждена, насколько я помню, да. Но если у вас она самого изначального вообще первого уровня, то, как видите, все равно это умение, эти два, они остаются нетронутыми. И за все это время только пробивание будет увеличиваться.
То есть она играбельна абсолютно как, ну, со старта. Вот вы ее получили, и все, можно ее ставить в пачку, она будет играбельна. Так же, как и Юсти, ну, единственное, что за исключением того, что у нее процентовка. Процентовка и получение здоровья за каждого союзника. Вот это умение при появлении врага также является неизменным. То есть вы ее получили, опять же, и все. Ничего не поменяется. Первое умение как было про промах на один ход, ничего не поменяется. То есть не будет 2-3 хода. Все равно будет всегда один ход. Все. Только будет расти процент и будет расти количество здоровья, которое она будет получать. Вот, что касается стрелков порядка. Теперь мы перейдем. Тоже непростой на самом деле был выбор. И как бы мне не нравились многие здесь герои, но всех не включишь, все-таки это топ, а не обзор именно фракции порядок. Ну, на первое место я, несомненно, поставил Харона Ловец душ. Здесь у меня ничего не поменялось, отношение к нему ничуть. Великолепный герой, отличные умения. Плюс вот это его в конце хода превращается в кинотаф. То есть, но учитывайте, что из кинотафа он будет выходить не с такими характеристиками, как заходил в кинотаф, а гораздо слабее. То есть, потому что, ну, иначе это было бы вообще имбово, это было бы сломано. То есть, он ушел в кинотаф, грубо говоря, спрятался ото всех, там еще кинотаф имеет и броню, блок ставит. Вот, то есть, и вышел опять 53, там, 34, но это было бы реально испорчено. Это неправильно, поэтому из кинотафа он будет появляться, если не ошибаюсь, у меня там 30, 15 или 26, 15, ну, вот что-то в этом роде. Ну, основное его, собственно, умение, самое важное, это при атаке размещает 2 руны дополнительные атаки на вашем поле. То есть это руны, они одноразовые. То есть если вы поставите на эту руну своего героя, он проатакует 2 раза, но если его убьют, то, соответственно, руна умрет вместе с ним, ее там не будет. Это не пентаграммы, как вот у той же самой Афродиты. Это не пентаграммы, это руны. Учитывайте это. Но все равно, то есть дать своим героям 2 дополнительные атаки, это очень сильно. Дальше будет больше, там будет 3 дополнительные атаки. Вот это максималка. Ну, как я уже говорил, в конце хода превращается в кинотаф. Надгробие 0.84 в моем случае. Дальше опять же будет расти. Плюс это надгробие имеет блок. Ну и доп. Умение, которое не всегда, конечно, может пригодиться, но в нынешних реалиях очень многие играют героев хаоса, поэтому при атаке союзника, включая себя, наносит 16 случайному врагу хаоса. То есть, в принципе, если у вас достаточно героев на поле, то и у противника стоит, допустим, один сильный герой хаоса, то вы его просто уничтожите. Да и так, наносить по 16 урона, по-моему, очень даже неплохо. Вот, что касается Харона. Отличный герой. Если у вас есть возможность запихнуть его в пачку, то, конечно, не стоит этим пренебрегать, потому что у нас есть очень много героев, не обязательно во фракции порядок, которые мы сейчас рассматриваем. Есть та же самая Драгара, у которой очень мощная атака. То есть поставьте ее на двойную руну, и это будет очень сильно выглядеть. Также у нас, допустим, есть сейчас Гремори. Поставьте его на двойную атаку, и тоже все будет весело и замечательно. Проклятия будут раскидываться. И та же самая Грейс проатакует 2 раза под Хароном, чем она 1 раз изначально. А 2 раза, если у вас сильная вот эта доп-атака, то, соответственно, вы стандартно уничтожите каких-то врагов. 1, 2, может быть и больше, там и больше. Вот, возможно, наберете сразу же атаку на 7 атак, и, соответственно, там вообще тогда петрушка завертится, закрутится. Вот, это что касается Харона. На второе место я поставил, ну, в принципе, это было ожидаемо, я поставил Легиона. Легион — это отличный герой порядка, но, к сожалению, он не является самодостаточным. То есть засунь Легиона в солянку без порядка вообще, и он потеряет все, что только можно. То есть все его умения фактически не будут работать. Поэтому этот герой все-таки должен дополняться героями порядка, ну, теми же самыми, там, опять же, Харон, Грейс, там, да кто угодно может быть в вашей пачке, и Остра та же самая. То есть любой герой порядка дает ему доп. Атаку. То есть
Вот, при атаке союзника порядка получает дополнительную атаку на один ход. То есть это должно каждый ход так быть, чтобы ваши герои порядка атаковали, и тогда он будет получать доп. Атаки. Ну, при комбе с Джимми, который, как вы знаете, вызывает двух рокербоев, это герой порядка. То есть если его ставить с Джимми, то даже если у вас больше вообще нет порядка, и вы вот такую, ну, извращенную слегка колоду создали, то, соответственно, два рокербоя все равно дадут ему две атаки. Ну, конечно, так никто не делает. И обычно по Джимми все-таки собирают колоду порядка. И там уже, если зашло, то разносит. Если не зашло, то у Джимми все печально, и, скорее всего, он проиграет. Всякое бывает. Но, опять же, Легион не является чем-то таким имба-супер-пупер. Потому что контриться он довольно легко. Та же самая немота, тот же самый летающий персонаж перед ним. И все эти атаки Легиона уйдут в пустоту. То есть плюс еще также может быть у кого... Постоянно забываю, как называется это умение. Так, неуязвимость. У кого есть неуязвимость, опять же, Легион им не страшен. Ну, если там пробой не наложен и еще что-то. Вот, но герой отличный, он на самом деле сбалансированный. Многие говорят, что типа имба. Нет, он абсолютно не имба. Это герой с определенными условиями заигрываемости. И, соответственно, не все так с ним просто. И контриться он, ну, не сказать, чтобы уж так прямо сложно. Да, бывает, что ситуации, опять же, это в основном происходит сейчас с Джимми, когда рокербой все сносит, Легион быстро очень набирает атаку и, соответственно, погнал всех мочить. Но такое бывает, я вам скажу честно, не часто. Вот что 10-я, что 9-я лига, вот я играю как бы, ну один раз, может быть, там в 10-12 игр такое попасться. Что вот прямо идеально у него все зашло. В основном партии затягиваются, и я у Джимми, например, огром выигрываю. Все-таки процент выигрышей больше, чем процент поражений. Ну а так, если пробежаться чисто по его умениям, при смерти врага дает атаку союзникам порядка, включая себя. При атаке дает здоровье союзникам порядка, включая себя. И при атаке союзника порядка получает дополнительную атаку на один ход. Прекрасный герой, но, опять же, можно его законтрить. Можно. Нету в этой игре идеальных героев, которые вот прям все вообще. Так, ну а мы идем дальше. И на третьем месте все-таки я сунул туда 3 героев даже. 3 героев. Это, во-первых, Ангелия Светоносная. И это, пожалуй, будет в этом топе, в этих топах один раз, когда я говорю, что вот есть Ангелия Светоносная, там она при атаке наносит. Ну, сейчас у меня 29, будет там 50, допустим. Случайным героем, кроме порядка. То есть она наносит и вашим героям, и чужим героям. Вот, и про что я говорил один раз. То есть есть вот такой герой, крылатый рыцарь. Пусть что угодно говорят, я обожаю этого героя. Это замечательный танк. Да, у нее это разовое умение, в отличие от Ангелии. То есть она наносит 62 урона врагам хаоса. То есть не ваших героев она не трогает, в отличие от Ангелии. Она наносит урон только врагам. Ну и от такого она дает 12 союзникам. Плюс имеет полет. Отличный герой. Пытаюсь я ее заигрывать, но так как я пока не играю все-таки в основном порядком, то не всегда удается ее воткнуть. Но мне этот герой очень нравится, я буду пробовать ее. Как она дальше будет выглядеть, мне как бы интересно. Вот, ну это маленькое отступление просто. А так вот, конечно, это тетка Ангелия Светоносная. При атаке наносит урон случайным героям, кроме порядка. Как я уже сказал, это могут быть и ваши герои, это могут быть вообще все ваши герои. Поэтому, конечно, в солянках ее нужно использовать аккуратно. Все-таки она больше подходит под чистую колоду порядка. Ну, так как здоровья у нее довольно много, плюс она имеет полет, то простоять она может довольно долго. При появлении врага дает щит судьбы союзному варлорду. То есть это хорошо работает, например, против Флосса, того же самого. Ну и вообще против тех, кто призывает постепенных героев. То есть не как принц, например, вот он вышел, выставил своих лучниц. Один щит у Ангелии сработал, а все остальные ушли в молоко. Нет, тут когда вот поступательно именно идет, вот это выгодно. Ну и также имеет блок. Он варьируется от уровня. И имеет полет. Отличный герой, но опять же с условиями. То есть случайным героем это... Я когда ее ставлю в солянку, частенько моим прилетает, а противнику вообще ничего не достается.
Тут уже лотерея. Также, ну, как я мог обойти его стороной, это один из моих действительно любимых героев. Это главный механик Гир. Да, сейчас уже немножечко, конечно, мощи не хватает, сейчас тридцатничек уже маловато. Но, однако, атакован исцеляет союзного варлорда. Надо мне его, как видите, пробудить еще по-хорошему. Атакован исцеляет союзного варлорда. При атаке наносит урон вражеским героям природы. Это хорошо работает против тех же самых там тотемов по Накаури. Против Масуры он срабатывает. Но, опять же, за счет небольшого урона, он не может их убить, но периодически он снижает здоровье им до приемлемой степени, чтобы я их потом мог добить чем-то другим. Ну и также призывает мини-Теслу X на случайную клетку дальнего боя. Так. Герой хороший, против флосса он может хорошо помочь. Ну, плюс немножечко вас похилить. Бывает, что и 2, 3, 4 тычки он принимает, и если хилит, бывает по 30, по 40 подряд, то можно неплохо выхилиться. Это не всегда нужно для Огра, поэтому я не всегда его и беру. Но также этот урон учитывайте, что когда вы играете против Огра, по камням вот этот урон будет наноситься, так как камни Огра это те же самые герои природы. Так, и третий герой, который у меня находится, ну, грубо говоря, на третьем месте, это Ал, принц песков. Также хороший герой. При атаке накладывает промах на 2 случайных врагов на 1 ход. И это умение неизменяемое. То есть как было, так и остается. На 2 случайных врагов. То есть опять же, в принципе, можно его использовать, ну, вот прям при получении. Берешь, если тебе нужны промахи, то взял и наложил. При смерти героя, кроме порядка, получает доп. Атаку. И при смерти дает минус атаку врагам. То есть вот это вот его, ну, первое и третье, это вот такие вот, скажем так, основные его умения, за которые его берут. То есть при пробуждении, соответственно, атака будет расти. Вот если я его пробужу на 11, то у меня изначально уже будет 43. То есть, ну, это уже солидно. Даже вот на моей лиге это уже солидно 43. Ну и, соответственно, потом при прокачке там будет 60 и больше. То есть дело такое. Вон там 173. Ну, это все далеко, неправда. А так, в основном, вот сейчас, если я его беру иногда, то в основном все-таки из-за промахов. Да, небольшой минус атаки, конечно, тоже помогает. Но промахи это сейчас основное для него. В моей ситуации, скажем так. Ну, вот в принципе и все. По поводу, на мой взгляд, лучших героев порядка. У меня еще нету этого летающего. Тоже, опять же, вечно забываю, как его зовут. Но его бы я даже и не рассматривал. Не нужно абсолютно. Никуда он не идет, к сожалению. Так, героев, конечно, у порядка очень много хороших. Сейчас, кстати, опять стал замечать, что начали использовать Диану многие. Ну, Диана герой своеобразный и не всегда она, в общем, может, но если получается, что у противника нет на нее контры, то убивает она очень быстро. Герой, опять же, хороший, но нет, я его не использую. Легко, особенно контриться он Шамун. То есть, в принципе, за 2 тычки я сношу там, ну, на моей лиге топовых Диан этих. Вот такие вот пироги у нас получились с котятами. В принципе, больше и сказать нечего. Итак, озвучу, в принципе, в обратном порядке. Первое — Харон. Второе — Легион. На третьем месте 3 героя, соответственно. Это Ангелия, это Гир и это Ал. По поводу стрелков, первое место делят Грейс из Рокфлита и Афродита. На втором месте у меня Эостра, Сияние Зари.
И на третьем месте это Юстия и Блэр. Опять же, стрелков у порядка очень много хороших. Есть вот точечный Санта. Ну, мы это все уже рассматривали, у меня все это есть на канале. Все герои порядка там озвучены. Если кому-то интересно, смотрите. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Следующий ролик из этой темы будет про природу. Там тоже немножечко мнение поменялось, но не сильно. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока. Пока.